Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня будем смотреть расклад на тему, какой партнер вам подойдет для долгой, счастливой, совместной жизни. Итак, выбирайте один вариант из трех. Аметист, розовый кристалл или этот белый камешек. Клацайте в тайминге на тот, который вам нравится. И сейчас мы будем начинать. Смотреть вас и вашего потенциального партнера. Работать будем на двух колодах. Аркус Арканум. И будем работать на колоде Санта Муэрте. Итак, первый, второй, третий. Вот так вот я сделаю еще раз, чтобы было лучше видно. Первый, второй, третий. Клацайте в тайминге на тот, который вам нравится больше. И давайте начинать. Все, кто выбрал этот красивый аметист, всем привет. Итак, вы сейчас, туз кубков, какая красивая карта. Вы очень чувственный человек, вы очень эмоциональный, эмпатичный человек. Судя по всему, пребываете в отличном настроении, все вам нравится. Погружаетесь в какие-то эмоции, может быть, живете там, где очень-очень много воды, и где-то находитесь буквально в одном шаге от исполнения своей мечты. Давайте смотреть, какой человек вам подойдет для долгих счастливых отношений. Итак, вам подойдет человек легкий, такой очень свободный, ценящий свою свободу, любящий мир, любящий свою жизнь. Человек, который уже знает, что такое кризис, человек, который пережил в своей жизни окончание всего и вся, выздоровел от этого окончания и, в общем-то, живет так, как видит, так, как чувствует. В этих трех картах зашита великая, я бы сказала, мудрость. Во-первых, у нас здесь мужчина сразу, причем видно, что мужчина такой очень педантичный, мужчина очень приземленный, может быть, для многих женщин. Если вы мужчина и вы смотрите этот расклад, то здесь история про то, что женщина, которая вам подойдет, это женщина, которая уважает свободу своего мужчины, которая может положиться на него, которая дает возможность ему делать и строить в своей жизни все так, как он тоже чувствует и видит сам. Это история про то, что однозначно вам подойдет человек нестандартный. Это не среднестатистическая персона, здесь мир, здесь суд. Причем мир в этой колоде, их тут 3 штуки. Эта карта говорит о том, как у нас предки рода встают из могил. То есть это человек с очень хорошей связью с семьей, с хорошими отношениями внутри семьи, имеется в виду мама, папа, братья, сестры. Это человек, который ценит свой род, свою историю семейную, землю, на которой живет. И человек, который однозначно переделал себя полностью, как-то вот пересобрал. Был одним или одной, а стал совершенно другим. Стал взрослым, зрелым, прекрасным, отдающий отчет своим действиям. Ни в коем случае здесь женщина не хочет встретить мужчину, кому можно сесть на шею и свесить ноги. Ей такой не интересен. Она вполне сама может позаботиться о себе. И в то же время мужчина, который у нас здесь есть, точно не ищет женщину-содержанку. Он ищет женщину, с которой может познать глубину этой жизни во всем ее многообразии. То есть взрослую и сознательную. Какой еще должен быть этот человек, да, то есть какие описания должны быть у этого человека? Однозначно, это человек, уверенный в себе, красивый, эстетически внешне красивая внешность, да. Что значит красивый или красивая? Это не та красота, к которой вы привыкли, глядя на обложки глянцевых журналов или глядя на какие-то киношные герои в телевизоре, да, в своем или в кинотеатре. Это человек, который имеет определенного рода свои несовершенства какие-то, безусловно. Но при всем при этом это человек, который упивается своей внутренней и внешней красотой. Потому что здесь что сила, что мир, они свидетельствуют нам о двух вещах. Во-первых, внешняя эстетика. Человек себя принимает таким, какой он есть. Во-вторых, внутренняя эстетика. Человек не останавливается никогда ни на чем. Да? То есть это тот, кто стремится постоянно к развитию. Это человек, который любит вообще свою жизнь. Опять же, повторюсь, во всем ее многообразии. Вот то, что я вам сказала чуть ранее, повторяется и здесь. Это должен быть партнер, который умеет методично подходить к решению каких-то задач. Это должен быть такой партнер, который спокойно относится к окончанию чего-либо в своей жизни, который умеет благодарить людей, умеет благодарить саму жизнь, умеет благодарить вообще что-либо, что происходит в его жизни. То есть как-то вот ценит момент, именно ценит момент. Опять же, речь в этой силе, эта история про увлеченность.
увлеченность своими идеями, увлеченность своей профессией, своей работой, своей жизнью, увлеченность какими-то планами. Это человек, который должен любить путешествия, который должен любить видеть этот мир во всем его многообразии. Тот, кто не ставит, опять же, повторюсь, перед собой никаких рамок. У нас тут две карты 21-го аркана. Вот первая и вот вторая. Возможно, речь идет о том, что вам подойдет человек, который родственен вам по духу, но при этом проживает не в той стране. То есть это иностранец или иностранка. Но при этом имеет такой же опыт жизненный, такое же мировоззрение, как и вы. Что еще нам нужно знать об этом человеке, который вам подойдет для долгой счастливой жизни? Это должен быть человек не упрямый, не покладистый. Тот, кто не пытается навязать вам свою точку зрения. Тот, кто умеет свои эмоции как-то немножко притормаживать. То есть, если вы вдруг поссорились или как-то поговорили на очень острую тему, этот человек не будет повышать на вас голос, не будет на вас кричать. Может быть, будут его слова или ее слова как-то звучать немножечко рисковато, но при этом человек умеет сдерживать внутренние какие-то свои порывы, потому что пытается на самом деле понять точку зрения других людей. Но в этих трех картах есть некоторый подвох. И некоторый этот подвох звучит следующим образом. Во-первых, это должен быть человек, который точно не будет обижаться. Это должен быть человек, который точно не будет вас игнорировать. И это должен быть тот человек, который не стремится навязывать вам свою точку зрения, а дает вам возможность целенаправленно самому или самой как-то пересмотреть, может быть, свои взгляды на жизнь, как-то переоценить какую-то ситуацию, найти какое-то правильное решение. То есть точно это не нравоучение. И точно это не позиция сверху, да, что, дескать, я вот взрослый, я лучше знаю, а ты ребенок. Нет, такой человек вам не подойдет. Вам подходит именно тот человек, который не будет над вами давлеть сверху. Тот, кто будет помогать вам во всем, будет помогать вам преодолевать какие-то тягостные эмоции, будет сопереживать вам в том числе и будет вообще быть, умеет быть рядом с вами. Вот так вот я прям сказала, умеет быть, да, рядом с вами. Что еще нам нужно знать про этого человека? Это человек, который умеет мечтать, который ничем не ограничивает свои фантазии и мечты, который свято верит в то, что все мечты могут сбываться и сбудутся обязательно. И самое важное, что это тот человек, который умеет зарабатывать деньги, умеет трудиться над своими мечтами и использует каждый шанс, который дает этому человеку жизнь. Ну и на дне колоды у нас рыцарь кубков, который говорит о том, что это человек, стремящийся к любви, это человек, который умеет удивлять, человек, который будет всегда стремиться показывать вам что-то интересное, новое, красивое в этой жизни. И однозначно, если мы говорим о мужчине, это умный мужчина. Если мы говорим о женщине, то это точно женщина, которая сама умная, как мужчина, и которая любит, в свою очередь, умных мужчин тоже. Вот такая история, ребята. Так что, если вы пока еще не встретили такого партнера, я вам желаю скорейшей встречи, чтобы вы чувствовали друг друга и были близки всегда и везде. А с вами была Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Всем спасибо и пока-пока. Все, кто выбрал второй вариант, это красивый розовый кристалл, давайте смотреть вас, вашу историю. Итак, кто вы сейчас? Десятка жезлов. Вы человек ответственный. Вы человек ответственный, вы человек, который привык полагаться только на себя. Вы тот человек, который говорит о том, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Я бы сказала, что, наверное, вас нельзя назвать человеком доверчивым. Вы точно не доверяете людям, стараетесь немножечко быть более осторожным, чем все остальные. Вы выбираете для себя какие-то очень сложные задачи и очень хорошо можете работать, когда вы находитесь в режиме дедлайна, да, то есть сроки горят, как говорится, петух клюнул, и вы начинаете активно действовать. Вот. В каком-то смысле вы человек, который не стремится к большому такому социальному кругу общения, вам больше нравится, когда вы находитесь в своей среде, в своем доме или в своей какой-то привычной обстановке и занимаетесь такими делами, которые интересны вам. То есть вам хорошо с самим собой или с самой собой, и нет особенной какой-то цели или желания окружать себя людьми. То есть, с одной стороны, это не значит, что вы человек недружелюбный. Нет, вы очень вполне себе дружелюбный, но когда вы находитесь наедине с собой, вам вроде как легко и спокойно, свободно можно концентрироваться на каких-то своих желаниях, на каких-то своих целях и задачах и испытывать чувство глубочайшего удовлетворения. Итак, какой же человек подойдет к вам? Вам подойдет для счастливой, долгой семейной жизни. Легкий человек.
Это должен быть человек любознательный, человек, который внутри все еще похож на ребенка, в хорошем смысле этого слова, на ребенка, который изучает все вокруг. Это человек, который любит читать, человек, который любит науку, человек, который интересуется какими-то вещами, такими, знаете, нестандартными, может быть. Человек, ориентированный на рост своего профессионализма. Это трудоголик, это тот, кто любит работать, причем работает в удовольствие. И тот человек, которого, наверное, можно назвать в том числе еще и исследователем. То есть за счет своей деятельности этот человек открывает какие-то новые возможности, новые миры. Но самое важное, что есть в этих картах, мы видим здесь шута, который стал магом. Да? То есть вам подойдет человек, который очень хорошо знает, что такое расти. Да? То есть от какой-то конкретной точки начальной до конечной. То есть это человек, который не будет голословно говорить о чем-то. Это тот, кто на своем собственном опыте, как говорится, на своей собственной шкуре познал что-то в своей жизни. Вот. Плюс этот человек должен работать, вероятнее всего, сам на себя. Это человек, который должен в том числе, может быть, работать на высокой руководящей позиции и вообще быть таким заметным. В каком-то смысле, может быть, даже публичным. Но не потому, что ему или ей нравится находиться на публике, а потому что деятельность этого человека приковывает к себе внимание. Ибо какие-то вот тут дела человек делает такие, которые не остаются незамеченными. То есть другие люди их видят. Какой еще человек? Что это дальше? Продолжаем. Какие еще качества должны быть у этого человека? Это человек, который, не заморачивается на том, что закончено. Да? Не очень долго переживает. Не очень долго переживает. С одной стороны, у этого человека должны быть очень подвижные эмоции. То есть в психологии это называется лабильная психика. Это человек, который должен быть эмоциональным. Немножко с драмой где-то, с надрывом. Но не в виде истерии, как это часто бывает. Да? Не в виде какого-то невроза или невротизма. Нет. Скорее, это должен быть человек с очень развитой эмпатией, который, собственно, благодаря каким-то своим жизненным кризисам очень хорошо научился чувствовать других людей и в том числе помогать другим людям преодолевать какие-то их кризисные ситуации жизненные. Этот человек полностью переделал себя изнутри. То есть этот человек, во-первых, независимо от своих жизненных обстоятельств, всегда верил или верит в любовь, верит в чудо, верит в лучшее, верит в мечту. И вот эта вера внутренняя не дает этому человеку сломаться. Да? То есть такой выносливый человек с иммунитетом к различным проблемам в жизни. Что еще? Что еще? Смотрите, какая красивая история. Во-первых, это человек, который, однолюб точно. Вот у нас рыцарь Пентаклей так красиво несется сюда к двойке кубков. Это человек, который должен хотеть познать любовь. Человек, который умеет любить. Человек, который умеет заботиться. Человек, который умеет в том числе поднимать самооценку своего партнера за счет комплиментов, каких-то знаков внимания, за счет того, что своего партнера поднимает на пьедестал, да, то есть наделяет его ценностью, показывает ему или ей, насколько ты для меня важен, насколько сильно я тебя люблю, и в том числе, насколько сильно я заинтересована или заинтересована в том, чтобы наши отношения крепли, чтобы они были красивыми и хорошими. Какой еще человек подойдет? Безусловно, здесь, кстати, добавлю еще и щедрость. Да? То есть я хочу, могу, и мне нравится дарить тебе подарки, делать что-то приятное для тебя. Так, что еще? На авансцену выходит у нас интеллект. Интеллект и коммуникации. То есть это человек, который умеет очень мягко, но при этом достаточно решительно как-то вот свою волю транслировать другим людям. Тот, кто не боится конфликтов, тот, кто может идти в эти конфликты, если хочет, тот, кто считает себя очень умным, умеет анализировать информацию, обладает очень быстрой скоростью принятия решений. И человек, который любые свои действия просчитывает исключительно с точки зрения удовольствия и положительных эмоций. Девятка кубков здесь карта исполнения желания, карта довольства. Моя жизнь удалась, я чувствую себя хорошо, у меня все прекрасно. Эти карты говорят нам о том, что это человек, который должен очень-очень хотеть изменить свою жизнь к лучшему. И в том числе помочь вам, вселить в вас веру, что вы можете это сделать тоже. Что вы тоже можете свою жизнь изменить к лучшему. То есть этот человек должен поддерживать ваши решения и как-то, естественно, помогать вам эти решения в свою жизнь воплощать. На дне колоды семерка жезлов.
То есть точно вам подойдет человек, который не очень любит, опять же, друзей, подруг, какие-то там, я не знаю, пьянки, гулянки и всякое такое. Нет, это домосед в хорошем смысле этого слова или домоседка. Тот, кто ценит вот уютное свое приятное пространство. То же самое у вас. И здесь в самом начале я вам озвучивала. Колода начинается с 8 кубков. Это говорит о том, что вам подойдет человек, который ныряет в будущее. Ныряет, идет за своей мечтой, идет за своими желаниями. Не остается, не терпит, да, вот эта вот глупая фраза «любовь долготерпения» там, или «долготерпит», недолго терпит. То есть мы, если говорим о терпении, имеется в виду, что можно ждать чего-то, да, ждать. Но ни в коем случае нельзя терпеть насилие или какого-то ужасного к себе отношения. Но здесь эта история именно про это. То есть этот человек умеет ждать, безусловно, да, вот на дне колоды, умеет как-то события складывать под себя, но точно не будет терпеть плохого к себе отношения. И, соответственно, сам или сама не будет относиться к вам плохо. Вот такая здесь история у меня, ребята. Так что я вам всем желаю успеха и удачи, скорейшей встречи такого человека, чтобы вы были счастливы, улыбались и наслаждались своей жизнью. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Всем пока-пока и до новых встреч! Все, кто выбрал третий вариант, это белый камушек, невеста. Итак, кто вы сейчас? Император. Ну, либо вы умудренный опытом уже такой мужчина, такой вот серьезный, весь серьезный в себе. Либо вы женщина с ярко выраженным мужским характером. В том числе, раз уж у нас здесь вышел император, речь может идти о том, что у вас уже есть партнер, с которым вы в отношениях находитесь. Ну или очень страстно мечтаете о браке, и может быть даже уже кто-то есть на примете. Вот. Так, ну, начинаем. Какой человек подойдет вам для долгой семейной жизни? Что это за человек? Боец и воин. Или такая вот амазонка. Но здесь опять у нас ярко выраженная такая мужская роль активная. То есть точно здесь для женщины подойдет мужчина очень суровый. Такой очень суровый. Мужчина, которого боятся. Мужчина, который умеет защищать то, что ему принадлежит. Мужчина, который готов к риску. Который смотрит смело в глаза своему будущему. И мужчина, который постоянно как-то вот заботится, в том числе о своих детях, учит их, воспитывает их чему-то. Если вы мужчина и вас интересует женщина, то вам точно нужна такая женщина, которая создает для своего мужчины очень крепкий тыл, которая не держит его за хвост, не держит его там за лапу, за ногу, за штанину, а говорит: милый, ты очень много можешь сделать, пожалуйста, иди вперед и делай, я буду тебя сидеть, ждать дома. Какой еще человек вам подойдет для долгой семейной жизни? Человек влюбленный в жизнь, влюбленный в себя в хорошем смысле этого слова. Человек очень приятный в общении, человек, который стремится в своей жизни создавать праздник. Человек, который однозначно любит путешествовать, у которого очень такой интересный взгляд, художественный, искусственный. Может быть, это человек, имеется в виду искусственный человек искусства, я хотела сказать. То есть тот, кто умеет ценить красивое в своей жизни, кто разбирается, может быть, в музыке, в живописи, разбирается в кино, в литературе, то есть какой-то очень такой вот творческий составляющий. С этим человеком однозначно приятно общаться, и этого человека должно быть не стыдно показать в обществе. Это очень важный момент здесь для вас. Гиперважным аспектом является именно то, чтобы этот человек был принят в обществе, возможно, именно в вашем обществе. Для вас очень важно, чтобы этот человек гармонично смог вписаться в вашу жизнь, которая у вас очень насыщенная в настоящий момент времени. Что еще нам нужно знать об этом человеке? Тут, кстати, у кого-нибудь может быть в том числе и иностранец. Этот человек должен быть с харизмой, с лидерской харизмой. К этому человеку должны прислушиваться другие люди. Причем этот человек должен уметь влиять на других людей мягко, за счет своих знаний, за счет своего опыта. Если мы говорим про мужчину, то это точно мужчина, который оказывает влияние на женщин, но одновременно с этим прислушивается к женщинам, доверяет женскому чутью и может действовать в соответствии с теми словами женщины, которые она ему озвучивает. То есть, если вы здесь загадали женщину, то эта женщина ни в коем случае не должна умалять мужского достоинства, опять же, не должна мериться с ним, как говорится, у кого тестикул длиннее, больше там звенят, сильнее или что-то еще. А та, которая может сохранять
себя в обществе мужчины, именно как женщину, такую очень взрослую, достойную, с хорошей самооценкой, которая говорит: милый, ты молодец. Ну, и я, в общем-то, тоже не промах. Вот посмотри там, какая я чудесная. Ну, это я сейчас шучу. Мы говорим о каких-то здравых вещах, безусловно. То здесь история про то, что, опять же, здесь речь о том, что этот человек должен в своей жизни состояться. У этого человека должен быть какой-то уже след в профессии, след, не знаю, среди там коллег, друзей, среди социума. То есть человек должен уметь признавать заслуги других людей и в том числе очень мягко со своим лидерством мотивировать других людей на достижение. То есть такой какой-то вот немножечко даже, я бы сказала, наставник или наставница. В хорошем смысле этого слова. И точно, если мы говорим здесь про женщину, то это женщина-мама, которая умеет любить, которая ни в коем случае не воспитывает жестко там ни детей своих, ни мужа, а которая просто любит, поддерживает во всем. Да? То же самое мы говорим про мужчину. Это мужчина, который умеет любить женщин, который при всей своей внешней мужественности имеет очень чуткую внутреннюю натуру и, соответственно, очень хорошо понимает женщин. Ну и своими эмоциями в том числе умеет делиться. Какой еще человек? Что там есть еще? Это человек, который должен уметь выбирать женщину или мужчину. И вот это решение о том, что я хочу быть с тобой, я хочу построить с тобой отношения, я хочу иметь с тобой семью, там, родить 10 детей или что-то еще, это решение должно быть очень взвешенным. То есть я готов или готова ради тебя оставить все, что у меня есть, чтобы начать с тобой что-то новое. Это, безусловно, человек, у которого не должно быть никаких незавершенных отношений. Это важный момент. Здесь очень важная история, что вам подойдет только тот или только та, у кого никаких незавершенных отношений нет. И самое важное – это преданность. Преданность себе, своему выбору, своему решению. Вам подойдет такой человек, который отдает отчет своим поступкам, который говорит: да, мне здесь все классно, мы здесь все сделали, завершили, давайте пойдем дальше. Который, опять же, станет частью вашей семьи. Ну и опять у меня тут 21 аркан. И здесь у меня 21 аркан вышел. Опять у нас речь об иностранцах или о людях, которые живут далеко от вас. Но мне хочется сказать иностранцы, потому что мир – это все-таки история про коммуникации, в том числе про изучение языка. Поэтому вам подойдет человек, который вот увезет вас. Увезет вас и даст вам, дарует какую-то новую жизнь. Новую жизнь, именно ту жизнь, которую вы должны жить. На дне колоды перевернутая двойка пентаклей, которая здесь говорит о том, что это должен быть человек, который ни в чем не сомневается, который не стремится удержать в своих руках, я не знаю, одного партнера и другого, там партнера и что-то еще. То есть это должен быть тот, кто целиком, полностью вам отдается. То есть всегда находится с вами, всегда любит вас в хорошем смысле. Колода начинается с тройки пентаклей, то есть точно тот, кто ориентирован на семью. Точно тот, кто готов вместе с вами ежедневно, ежечасно, ежеминутно созидать свой уголок покоя, стабильности, делать его лучше и получать удовольствие от общения друг с другом и от работы друг с другом. Вот такая история. А я вам всем желаю удачи, любви, счастья, уверенности в себе, уверенности друг в друге. Приходите к нам учиться, записывайтесь на консультацию. И пока. С вами была Вероника Никитенко и Центр Алхимии.